Всем привет! Я Алекс Лампер, и сегодня поговорим об инкрементном выделении, или проще говоря о том, как быстро выделять текст, переменные, блоки кода, функции и прочее. Во время работы с кодом нередко появляется необходимость выделять какие-то куски кода. Сложность данного действия с помощью мыши заключается в том, чтобы прицелиться и попасть ровно в начало выделяемого фрагмента. Например, я хочу выделить слово class_name. Для этого я кликаю мышкой в начало слова и тяну ее до последней буквы. Как видите, может получиться так, что в выделение попадает лишний символ. В моем случае это пробел перед словом. Второе неудобство проявляется, когда конец выделяемого фрагмента выходит за видимую область просмотра. С этим можно столкнуться на длинных строках, объемных компонентах, в классах и других местах. Поэтому приходится задерживать левый клик и крутить колесико мыши, пока не найдется конец выделяемого фрагмента. Поверьте, это особенно сложно на длинных строках, потому что нет адекватной возможности заставить горизонтальный скролл прокручиваться без использования мыши. Более того, доскроллив вниз, можно не сразу понять, а что я вообще ищу. Например, я хочу выделить тело функции render. Но доскроллив вниз, я вижу две закрывающие фигурные скобки. На какой из них я должен остановиться? В данном примере выбор более-менее очевиден, но на практике это далеко не всегда так. На помощь приходит инкрементное выделение, или Extend Selection, чье сочетание клавиш у меня назначено на Ctrl-W. Для краткости я буду говорить Ctrl-V. С каждым нажатием данного сочетания языковая конструкция под курсором будет выделяться, распространяясь вширь. Проще всего это показать на примере. Попробуй выделить все то же слово class_name. Так как очевидно, что это языковая конструкция, достаточно будет разместить курсор мыши в любом ее месте и нажать Ctrl-V. Как видим, одно нажатие способствовало выделению целого слова. Если я повторю процедуру, то выделение также затронет и значение свойства class_name. Если нажму еще раз, то выделится уже тег и так далее. Как правило, чаще всего данное действие работает именно так, как вы от него и ожидаете. Рассмотрим еще один пример, когда выделяемый блок выходит за видимые границы области просмотра. Речь о методе render. Опять же, достаточно поставить курсор до или после выделяемой конструкции и нажать Ctrl-V. Сперва выделится сам символ скобки, а при повторном нажатии все содержимое между скобками. Самое прекрасное, что про скролл можно забыть, достаточно видеть только начало фрагмента. Очень часто название переменных записывается в camel case. Например, мой компонент называется myDocument, а я хочу переименовать его в myDoc. То есть мне нужно выделить только слово document. Применив инкрементное выделение на этом слове, оно выделится целиком, что совсем не соответствует моим ожиданиям. Чтобы исправить это, необходимо зайти в настройки Smart Keys и поставить галочку Use Camel Humps Words, что дословно означает распознавать слова, записанные в Camel Case. Теперь, установив курсор на слове Document и нажав Ctrl-V, я получу выделение именно того фрагмента, которого я ожидал. Несмотря на название настройки, подобное поведение справедливо и для языковых конструкций, записанных в Snake Case. Может случиться так, что вы очередной раз нажали Ctrl-V и произошло выделение лишнего фрагмента. Целиком отменить выделение можно клавишей Escape и попробовать заново. Но есть и более разумный способ, как это сделать, не отрывая пальцев от текущего положения на клавиатуре. Просто зажмите Shift вдобавок Ctrl-V, что соответствует команде Shrink Selection. В общем случае вы можете добавлять Shift к любому сочетанию клавиш, действие которых подразумевает обратный эффект. Это легко запомнить и использовать в будущем. Например, известная команда Ctrl-Z совершает отмену последнего действия. Если добавить к этому сочетанию Shift, то произойдет отмена отмены последнего действия. Я очень часто пользуюсь инкрементным выделением, что наглядно отражено в моем Productivity Guide. И я заметил один недостаток, с которым периодически сталкиваюсь. К этому сочетанию настолько привыкаешь, что на автомате пытаешься задействовать его вне контекста WebStorm, например, при заполнении форм на сайтах. Так уж повелось, что в браузере нажатие Ctrl-V означает закрытие вкладки. Если на сайте не предусмотрена защита от ухода со страницы во время редактирования чувствительных данных, то вы потеряете свой прогресс. Поэтому будьте внимательны. У меня на этом все. Используйте свое время с умом и до новых встреч!